Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в очередной рубрике «Страна и факты» я вам расскажу о городе, находящемся на севере Красноярского края за полярным кругом на правом берегу реки Енисей в месте впадения в реку притока Дудинка, по имени которого город и получил свое название. Дудинка является административным центром Таймырского Долгано-Ненецкого района, который по совместительству является еще и самым большим муниципальным районом на территории Российской Федерации. По данным на 2018 год, население города составляло 21 015 человек. Климат суровый, субарктический, зимой, которая, к слову, длится 9 месяцев в году, местных жителей нельзя удивить температурой воздуха минус 40 градусов по Цельсию и порывами ветра 30 метров в секунду. Но этого не стоит бояться, в пургу редко страдают дома и люди, а летом, пусть оно и длится не более 2 месяцев, температура может доходить до плюс 30 градусов. Поскольку Дудинка находится за полярным кругом, в городе можно встретить такие явления, как полярный день и полярная ночь. Полярная ночь длится 45 дней, а полярный день – 2 месяца. Зимой в Дудинке можно лицезреть северное сияние, которое встречается только в северных широтах. История этого заполярного города относит нас к 1667 году. Как ясочное зимовье его основал стрелецкий пятидесятник Иван Сорокин. Об этом свидетельствует сохранившийся архивный документ, который датирован 7175 годом. В переводе на современное летоисчисление означает 1667 год. В Дудинском зимовье в разное время побывали первооткрыватели и первые исследователи полуострова Таймыр – Харитон Лаптев, Семен Челюскин, Александр Миндендорф и многие другие. В конце 19-го, начале 20-х веков село Дудинское превращается в важнейший торговый центр на Енисее. Главной достопримечательностью селения была деревянная церковь, построенная в середине 19 века братьями-урядниками Петром и Киприяном Сотниковыми. В настоящее время Дудинка – город с развитой инфраструктурой, все объекты которой – школы, больницы, детские сады, жилые дома – возведены на вечной мерзлоте. Здесь расположен самый северный международный морской порт в России и крупнейший в Сибири, который обеспечивает круглогодичную навигацию и перевозку грузов по Северному морскому пути. А в период летней навигации действует еще и речное сообщение с Красноярском и Диксоном. А вот самая северная в мире железная дорога и автомобильное шоссе связывают Дудинку с аэропортом Норильск в 44 километрах и городом Норильском, находящимся в 96 километрах. В Дудинке имеются и регулярные автобусные перевозки. На территории города сформирован промышленный комплекс, включающий в себя топливную, полиграфическую и пищевую отрасли. Дудинка не особо располагает торговыми точками популярных российских сетей в связи с дорогой доставкой продуктов в город. Но есть и местные современные супермаркеты, которые не уступают аналогам с большой земли. Центр культурной жизни Дудинки – городской дом культуры, который является и театром, и филармонией, а также главным концертным и выставочным залом города. На территории Дудинки действует новое здание Таймырского краеведческого музея. За 74 года музей превратился в ведущее учреждение культуры, в фондах которого собран обширнейший документальный и фактографический материал по истории Таймыра и Дудинки. Коллекция экспонатов, собранная в стенах этого музея, не имеет аналогов в мире. В городе очень много спортивных объектов, например, фитнес-центр и плавательный бассейн. Спорт очень важен для поддержания здоровья в суровом климате. Одна из главных спортивных достопримечательностей – построенный в 2014 году единственный в мире ледовый стадион за полярным кругом – ледовая арена Таймыр. Еженедельно спортивный комплекс принимает около 1500 человек. В 2016 году на арене Таймыр прошел Кубок Таймыра по керлингу, в котором приняли участие ведущие мужские команды России. А с 2017 года Дудинка становится местом проведения ежегодного международного турнира по керлингу «Арктический кубок по керлингу».
В 2017 году он стал первым в истории международным турниром по керлингу среди женских команд за полярным кругом. В соревновании приняли участие 8 команд – сборная России, Красноярска, Канады, США, Финляндии и Швейцарии. Итак, подытожим. Город Дудинка – административный центр самого большого муниципального района в России. Здесь самый северный международный морской порт в России. Расположена самая северная в мире железная дорога и автомобильное шоссе. И единственный в мире ледовый стадион за полярным кругом. Всем дудичанам большой привет! И хоть сегодня имеется тенденция на переезд жителей этого заполярного региона в более комфортные районы нашей страны, думаю, с учетом экономических преобразований, этот регион будет успешно развиваться. Всего вам доброго! Это была рубрика «Страна и факты». Мы обязательно увидимся!